Приветствую вас, дорогие рукодельницы! Сегодня мы работаем с дизайнером Сен-Лоран и вяжем пуловер по его мотивам. Очень интересное и простое изделие. Вяжется очень быстро. Вес пуловера 100 грамм. Я вяжу из итальянской бобинной пряжи Bubble Lino на 100 грамм 450 метров. В составе альпака, меринос, полиамид и акрил. Очень нежная пряжа, которая идеально подойдет для моего проекта. В своем телеграм-канале я раскрываю секрет, как подобрать пряжу для любого изделия. Телеграм-канал называется «Клуб вязания Марии Цинбал». Ссылку на канал оставлю в описании под видео, а в закрепленных сообщениях вас ждут подарки от меня. Возьмите кофточку, которая вам как раз, и снимите мерки. Ширину изделия я хочу 45 сантиметров. Высота до подмышечных впадин 17 сантиметров. Высота пройм 22 сантиметра. Общая длина изделия 39 сантиметров. Длина рукава от шва 65 сантиметров. Плотность вязания. В 1 сантиметре у меня 1,1 петли. Умножаем их на нашу окружность, то есть на 90 сантиметров. Получаем 99 петель. Прибавляю 1 петлю, так как мне нужно четное количество петель для равномерного деления изделия на перед и спинку. Оставляем длинный кончик нити и обычным способом на спице номер 5 набираем 100 петель. Наборный край у нас свободный, не тугой. Набрали 100 петель, плюс 1 петлю для замыкания вязания в круг. Соединяем вязание в круг, следим за тем, чтобы косичка наборного ряда у нас вся смотрела в центр круга и нигде не перекручивалась. Снимаем петлю с левой спицы, накидываем на нее петельку с правой спицы. Замкнули наше вязание в круг, повесим маркер начала ряда и начинаем вязание лицевой гладью. Все петельки провязываем лицевыми за переднюю стенку, как в первом, так и в последующих рядах. И всего нам надо провязать 17 сантиметров по моей мерке. Я провяжу 32 ряда. Мы провязали 32 ряда. У нас на спицах 100 петель. Делим их пополам на спинку и перед. В 33 ряду я начинаю формирование пройм. В начале спинки мне надо закрыть 2 петли. Первую провязываю, вторую провязываю и накидываю на нее предыдущую. 1 петлю закрыли, провязываю следующую, накидываю на нее предыдущую, закрыли 2 петлю. Далее провязываем все петельки лицевыми до конца спинки, до нашего маркера. Довязали до маркера. Разворачиваемся. С изнаночной стороны нам тоже надо закрыть 2 петли. Первую снимаем, вторую провязываем изнаночной, накидываем на нее предыдущую. Провязываем изнаночную, накидываем на нее предыдущую. Мы закрыли 2 петельки. Довязываем спинку изнаночными. Я довязываю ряд, разворачиваемся, в следующем ряду закроем 1 петлю. Снимаем 1 петлю, следующую провязываем лицевой, накидываем на нее предыдущую. Довязываем спинку лицевыми петлями. С изнаночной стороны тоже закрываем 1 петлю. Одну снимаем, следующую провязываем изнаночной, накидываем на нее предыдущую. Довязываем спинку изнаночными петлями. И еще один раз закроем по 1 петле с лицевой стороны. И с изнаночной. Первую снимаем, провязываем изнаночную, накидываем на нее предыдущую. Довязываем спинку изнаночными петлями. Мы сформировали наши подрезы. Далее будем провязывать лицевой гладью без убавок.
В лицевых рядах лицевые петли, в изнаночных изнаночные. Я провяжу 30 рядов. Мы провязали 30 рядов от нашей проймы. Сейчас будем формировать скосы плеча. У меня на спицах 42 петли. По 11 петель я оставляю на плечике. 20 петель оставляем открытыми для воротничка. В начале ряда закрываем 3 петли. Точно так же, как мы делали на проймах. Провязываем петлю, накидываем на нее предыдущую. Одну петлю закрыли, вторую и третью. Плечики закроем в 3 этапа. 3 петли, 4 и 4. Довязываем спинку до конца. С изнаночной стороны тоже закрываем 3 петли. Провязываем петельку изнаночной, накидываем на нее предыдущую. Первую петлю закрыли, вторую и третью. Довязываем изнаночными до конца ряда. Второй ряд закрытия плеч. Закроем 4 петельки. Первая, вторая, третья и четвертая. Довязываем спинку до конца. С изнаночной стороны тоже закрываем 4 петли. И еще раз закроем 4 петли с лицевой стороны. С изнаночной тоже закрываем 4 петельки. Мы закончили формирование плечевых скосов. Довязываем ряд изнаночными до конца. И вот что у нас получается на данном этапе. Это у нас спинка, воротничок и плечики. Переходим к передней части джемпера. Я сняла спинку на дополнительные спицы. Перенесла мои основные спицы наперед. Формируем проймы точно такие же, как мы делали на спинке. В начале первого ряда закрываем 2 петельки. Первая и вторая. Довязываем петли до конца. С изнаночной стороны тоже закрываем 2 петли. Первая, вторая. Провязываем оставшиеся петельки изнаночными. В следующем ряду закрываем одну петлю с лицевой стороны и одну петлю с изнаночной. И еще один раз закрываем по одной петельке в лицевом ряду и в изнаночном. Довязываем ряд до конца. Закончили формирование пройм. Далее провязываем лицевой гладью вверх 28 рядов. После того, как провязали 28 рядов, мы выделяем 8 центральных петель на воротничок. От этих 8 1, 2 и 3 петли с одной стороны и с другой 1, 2 и 3 петли. Здесь мы будем вязать укороченными рядами, оставляя петли тоже открытыми. Сейчас работаем с правой частью, довязываем петельки до самого последнего нашего маркера. Провязываем петли лицевыми. Дошли до последнего маркера, убираем его и разворачиваемся. Первую провязанную петлю переснимаем на правую спицу и прокручиваем таким образом, чтобы с одной стенки петли показалось 2. Вяжем в обратную сторону изнаночными петлями. Начиная со следующего ряда, мы формируем скосы плеча. Сначала закрываем 3 петли, так же как и на спинке. Первая, вторая, третья. Довязываем петли до последнего маркера с правой стороны. Довязали до маркера, убираем его, разворачиваемся, первую петлю снимаем и прокручиваем ее.
из одной стенки показались 2. Довязываем ряд до конца изнаночными петлями. В следующем ряду для скоса плеча закрываем 4 петли. 2, 3 и 4. Довязываем петли до последнего маркера с правой стороны. Убираем его, разворачиваемся, снимаем петлю и прокручиваем ее. Вяжем в обратную сторону изнаночными петлями. С лицевой стороны закрываем 4 оставшиеся петельки, 3 и после маркера закрываем 4. Сформировали скос плеча, вяжем до конца ряда. И когда нам будут встречаться наши прокрученные петли, вот она, провязываем слева направо за переднюю стенку, подцепляя обе стеночки петли. Довязали ряд до конца, разворачиваемся, вяжем петли изнаночными до нашего последнего маркера с левой стороны. Дошли до маркера, убираем его и разворачиваемся. Первую петлю снимаем и прокручиваем ее. Из одной стенки показались 2. Вяжем до конца ряда. Начинаем формировать скос плеча. С изнаночной стороны в начале ряда нам надо закрыть 3 петли. Далее провязываем петли до последнего маркера. Убираем маркер, разворачиваемся. Первую петлю снимаем и прокручиваем. Вяжем в обратную сторону до конца ряда. Продолжаем формировать скос плеча. С изнаночной стороны закрываем 4 петли. 1, 2, 3 и 4. Довязываем петельки до последнего маркера. Убираем маркер, разворачиваемся, снимаем, прокручиваем петлю и вяжем до конца ряда. Закрываем 4 оставшиеся петельки для скоса плеча. 1, 2, 3 и после маркера 4. Довязываем петли до конца ряда. И наши развернутые петельки с изнаночной стороны провязываем за задние стеночки, подцепляя обе стенки петли изнаночной. Вот следующая развернутая петля. И еще одна. Довязываем ряд до конца. Мы закончили с передней частью. Вот что у нас получается. Теперь нам надо сшить плечики. Складываем детальки лицевой частью друг к другу. Вводим нить в иглу. Будем сшивать, подцепляя кромочные, вводя иглу под 2 стенки одной кромочной и выводя по 2 стеночками второй кромочной. Первый стежок соединительный. Вводим иглу в самую крайнюю кромочную с одной стороны и с другой. Далее начинаем сшивать под кромочными. Следим за тем, чтобы игла не протыкала кромочные, а подхватывала их. С одной стороны сделали стежок и с другой. С
с одной стороны и с другой. Таким образом сшиваем до конца плечика. Вот такой шов у нас получается. Уводим иглу на изнаночную сторону, закрепляем и прячем хвостик в наш шов. Аналогично сшиваем второе плечо. Разворачиваем изделие. Сшиваем мы справа налево. Складываем детальки лицевой стороной друг к дружке. И начинаем сшивать таким же образом, под кромочными. Приступаем к вывязыванию воротничка. Я беру спицы 40 сантиметров, номер 4. Провязываем петли резиночка 1 на 1, 1 петля лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Провязываем петли с первой спицы до плечевого шва. Здесь я добираю 2 петельки, чтобы у нас не было больших отверстий. Первая и вторая. Далее провязываю петли со спинки. Также резиночкой 1 на 1. И у второго шва тоже добираю 2 петельки. Первая и вторая. Замкнули вязание в круг и провяжем резинкой 1 на 1 еще 2 ряда. Закрывать петли будем эластичным способом при помощи иглы. Отрезаем нить, вставляем в иголочку, закрываем следующим образом. Разворачиваем первую лицевую петлю, вводим иглу слева направо, вводим иглу в эту петельку, изнаночную пропускаем и в следующую лицевую. Выводим нить, первую петлю снимаем. С изнаночной стороны вводим иголочку в следующую пару лицевых петель. Первую разворачиваем, следующую пропускаем и вводим иглу в следующую лицевую. Затягиваем. С лицевой стороны разворачиваем петлю, пропускаем одну, вводим иглу во вторую. Одну петлю снимаем, идем на изнаночную сторону, разворачиваем петельку, петлю пропускаем, вводим иглу в следующую петлю, протягиваем нить, петлю снимаем. Таким образом закрываем все петельки. Горловина наша готова, и мы приступаем к вывязыванию рукавов. Будем вязать имитацию вточного рукава. Посередине плеча я выделяю 5 петель. Одну петлю из плечевого шва, 2 петли до нее и 2 после. Мы оставляем их для ширины нашего плеча. Отсчитываю 2 кромочные от шва. Ввожу спицу под обе стеночки кромочной и вытягиваю петлю. Первая, под следующую кромочную вторая, третью петлю набираю прямо из шовчика, третья и с другой стороны кромочная и кромочная. Набрали 5 петель. Разворачиваемся, вяжем в обратную сторону изнаночными, первую снимаем и очень сильно затягиваем. Провязываем оставшиеся петельки изнаночными. И с этой стороны нам надо поднять одну петлю из-под кромочной
И мы будем поднимать ее изнаночной. Вот она, наша следующая кромочная. Под обе стеночки вводим спицу и вытягиваем изнаночную петлю. Разворачиваемся. Первую петлю снимаем. Туго затягиваем. Провязываем петельки лицевыми. Довязали ряд. Добираем одну петлю из-под следующей кромочной. Вот она, наша следующая. Разворачиваемся. Первую петлю снимаем. Туго затягиваем. Провязываем петельки изнаночными. С изнаночной стороны из-под следующей кромочной снова добираем одну петлю. Вытягиваем ее как изнаночную. Разворачиваемся. Вяжем в обратную сторону. Первую снимаем, подтягиваем. Провязываем петли лицевыми. Таким образом, в каждом ряду будем добирать по одной петельке. С лицевой стороны лицевую, с изнаночной изнаночную. Провязываем так весь рукавчик, пока не дойдем до наших пройм, там, где мы закрывали 2, 1 и 1 петельку. Я провязала все петли рукава и дошла до наших пройм. Вот здесь в уплотнениях мы закрывали петельки. Поднимаем петлю прямо из этих уплотнений. Вводим спицу, вытягиваем петельку и разворачиваемся. В том месте, где мы закрывали по одной петле, мы также поднимаем по одной петле, а там, где мы закрывали 2 петельки, будем поднимать сразу 2 петли. Вяжем лицевыми петлями. Провязали рукав. С лицевой стороны тоже поднимаем петельку из уплотнения. Подцепляем обе стеночки и выводим петлю. Разворачиваемся. Не забываем туго затягивать первую петельку. Вяжем в обратную сторону. Поднимем еще по одной петле из уплотнений, а там, где мы закрывали 2 петельки, мы будем поднимать сразу 2 петли. Я уже на лицевой стороне поднимаю первую и вторую петлю. Подцепляем обе стеночки. Мы практически замкнули наше вязание в круг. Все петельки мы подняли, больше не разворачиваемся. И вот здесь, между левой и правой спицей, из расстояния вот этого нам тоже надо поднять петельки. Поднимаю еще 2 петли. Повесим маркер начала ряда. Мы добрали все петли для нашего рукава. Теперь будем вязать по кругу, делая убавки в каждом 10-м ряду. Сейчас провязываем 9 рядов лицевыми. Я провязала 9 рядов. В 10-м ряду делаем убавку. После маркера провязываем лицевую. Далее 2 вместе с наклоном вправо. Провязываем 2 петельки вместе лицевой за передние стенки. Довязываем петли рукава, не доходя 2 петель до маркера. Эти 2 петли провязываем с наклоном влево, одну снимаем, вторую провязываем и накидываем на нее предыдущую. Обнуляем на счетчик рядов, провязываем 9 рядов лицевыми, в каждом 10-м делаем такие убавки. Лицевая 2 вместе с наклоном вправо и в конце ряда 2 вместе с наклоном влево. Я провязала 70 рядов рукава, закрыла петельки обычным способом, провязав лицевую и накинув на нее предыдущую. Аналогично мы вывязываем второй рукав. После этого отправляем наш пуловер стираться. Стираю я в машинке на режиме ручной стирки, сушу на горизонтальной поверхности в расправленном виде. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.